Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень интересное видео, тематику психосоматика болезней, конкретно для вашего знака зодиака. Но прежде чем мы с вами приступим к разбору, а сегодня я хочу проанализировать этот момент и с точки зрения астрологии, и с помощью Таро, сделаю небольшую ремарку. Итак, в первую очередь вы, конечно же, должны понимать, что эта информация будет общей характеристикой для представителей вашего знака зодиака. И то есть на те проблемные точки и моменты, на которые вы должны обратить внимание по своему здоровью. Это не значит, что вы не будете болеть другими болезнями или что вы должны болеть конкретно этими. Но в большей степени то, что я перечислю, будет характерно для представителей знака зодиака Рак. Наиболее точной, точечной для вас будет информация. Это анализ вашей натальной карты, которую вы можете либо просчитать самостоятельно через безоплатные сервисы, либо заказать у астролога, чтобы эта информация была максимально корректна и была учтена ректификация вашей даты рождения. Потому что зачастую, даже если вы знаете время рождения по бирке, вам там сказали родители, к сожалению, не всегда оно является точным. Поэтому, чтобы действительно максимально получить полезную информацию, все-таки обратитесь к профессиональному специалисту. Ну а сейчас мы с вами приступим и будем смотреть и раскрывать эту тематику. На что же вам стоит обратить внимание, чтобы продлить свои годы жизни и оставаться максимально долго молодыми, здоровыми, крепкими, ну и, конечно же, счастливыми. Итак, почему все-таки астрология? Еще, скажем так, в свои времена, в свои годы жизни Гиппократ, это греческий философ и врач, он неоднократно заявлял, что врач, который не разбирается в астрологии, он не имеет права называть себя врачом. Почему? Потому что астрологически все планеты, они связаны с теми либо иными системами нашего организма. Пусть и современная медицина не прибегает к помощи астрологии, но астрология действительно по-прежнему способна дать ответы на многие вопросы, которые касаются здоровья, так же, как и диагностика на Таро. Какую полезную информацию вы можете для себя найти из своего персонального гороскопа рождения, допустим, из своей натальной карты? Конечно, вы сможете узнать в целом ваше состояние здоровья, но и предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Какие, скажем так, знаки нам на это укажут? В первую очередь, это, конечно же, знак зодиака, в котором находится ваше Солнце, то есть знак зодиака Рак. Далее, это знак, который является противоположным вашему знаку рождения, то есть знак, который находится в оппозиции к солнечному. В вашем случае это будет Козерог. То есть, иными словами, как еще его называют очень часто, знак антагонист. Помимо прочего, конечно же, это еще будет асцендент, ваш восходящий знак, ну и в целом дом, знак зодиака, который будет содержать стеллиум. Стеллиум — это группа из 3 или большего количества планет. Ну и в целом мы с вами будем еще дополнительно анализировать оси 2, 8, 6, 12 домов, потому что именно по этим домам смотрят состояние здоровья. Они несут информацию о болезнях с момента вашего рождения. Итак, приступим в целом. В первую очередь давайте с вами проанализируем, о чем же говорят дома. Почему мы анализируем непосредственно 2, 8 и 6, 12. Второй дом гороскопа у нас с вами отвечает за наш ресурс, за запас жизненной энергии. То есть это, по сути, заболевания, а точнее их причины. Но причины, которые зависят от вас. Потому что второй дом — это как бы продолжение индивидуума. То есть что он сделал для того, чтобы быть здоровым. Иными словами, если вы чем-то пренебрегаете, то есть режим дня, может быть, вы плохо питаетесь или там сидите на жесткой диете, или наоборот, чрезмерно идет увлечение чем-либо, там алкоголь, табакокурение, может быть, у кого-то лекарственные препараты в чрезмерной форме или наркотические вещества, то, конечно же, вы сами понимаете, что по второму дому это энергоресурс, который вы сами себе гасите. Помимо всего прочего, поскольку у нас второй дом отвечает за энергию, очень часто вы можете увидеть в натальном поле, если есть какие-то деструктивные программы, родовая карма, что пробита ваша энергетика. Что у нас такое 8 дом? 8 дом у нас непосредственно с вами отвечает
за смертельные заболевания, за клинические смерти, за тяжелые операции. Но, конечно же, если анализировать в целом, то ситуация несколько шире, потому что с 8 домом просто связаны критические ситуации. Это могут быть резкие обострения, но они не обязательно смертельного порядка. Назову так. Ось 2-8 домов – это ось кризисных ситуаций, назовем так. Но 8 дом – это вопросы наследственности. То есть то, что вам перешло по наследству от родителей. Может быть, какие-то хронические заболевания, с которыми вам нужно будет мириться, или которые может тоже неожиданно, знаете, так открыться для вас. И если мы будем анализировать 6 дом. 6 дом – это, по сути, выражение, манифестация болезней, результаты. То есть, если 2 и 8 дом – это мы смотрим причины, то 6 дом – это уже сам факт болезни. То есть, болезнь вылазит по 6 дому и, как следствие, еще по 12. Что же такое 12 дом? 12 дом – это у нас дом кармы. То есть, кармические заболевания, которые, во-первых, мы наработали из прошлых воплощений. Можете в это верить, может нет. Но давайте так. Это, знаете, как по принципу, когда человек рождается, не понимает, вот за что там этот ангелочек, этот ребенок за что-то это заслужил. То есть это может быть как карма его родителей, так и его собственная, которую он отрабатывает. Увы, но факт. Опять же, 12 дом – это пребывание в больнице, это хронические заболевания, это скрытые заболевания, которые изначально не видны, но потом неожиданно всплывают. Ну и в принципе это то, что мы долго не замечаем, от чего пытаемся, знаете, как абстрагироваться, но потом это нам вылазит боком. Почему? Потому что 12 дом у нас дом духовности, и если мы, назову в кавычках, да, так, живем неправильно, потому что нет безгрешных людей, то, как правило, по 12 дому у нас вылазят те либо иные нюансы. Итак, раки. За что же вы отвечаете? Специально оставила схему, чтобы схематически вы видели, за что здесь идет ответ. Я, конечно же, не обводила все органы, чтобы, скажем так, не портить данную схему, но чтобы вы просто видели схематически в первую очередь, на чем здесь идет акцент. Но 4 знак зодиака, это непосредственно вы, он воздействует на судьбу человека через желудок и близлежащие органы. Поскольку вы все очень эмоциональны, вы постоянно жаждете быть окружены любовью, жить в материальном достатке. И вот когда вам этого не хватает, то у вас могут начаться желудочные заболевания в виде язвы или гастроэзофагельно-рефлюксной болезни. То есть здесь действительно, знаете, как из крайности в крайность. Более того, постоянная эмоциональная нестабильность, она в сочетании с вашим чувствительным желудком может приводить к пищевым нарушениям, которые способны ухудшить общее состояние. Вам крайне важно соблюдать сбалансированную диету, которая обогащена витаминами, пробиотиками. Может быть, по рекомендации врача принимать какие-либо травяные настои, то, что будет гармонизировать вопросы пищеварения и в целом ваш эмоциональный фон. Объясню, почему именно. И самое главное – это заниматься тем, что помогает вам расслабиться и поднять настроение. Потому что хозяйка знака зодиака Рак у нас Луна. А Луна у нас отвечает за ряд болезней. Луна у нас показывает, в принципе, возможности человека к адаптации. Она у нас отвечает за усвоение веществ. Она связана с желудком, маткой, грудными железами, эндокринной системой. В частности, отвечает за поджелудочную железу, отвечает за слизистую оболочку любого органа, мозжечок, лимфу, лейкоциты, плазму крови, дает нервные расстройства, болезни желудка, нарушение кислотности, гастриты, колиты, перенасыщение жидкостями, эндокринные нарушения в результате воспаления желез, женские болезни или аллергические реакции на препараты, как интоксикация этих, скажем, веществ непосредственно в крови. Дальше. В организме, если мы будем рассматривать, то с Луной связан левый глаз у мужчин, правый глаз у женщин. Поэтому может хромать зрение на этот глаз в большей степени. Кишка, тонкий кишечник частично, но основные моменты – это колики, это вопросы менструального цикла у женщин, ну и все, что также связано с жидкостями. Но это, знаете, как
нарушения, связанные даже больше не по лицу, а по телу, допустим, гнойники по всему телу, какие-то там нарывы, фурункулу, ну и, конечно же, вопросы диареи. Итак, по поводу Луны, вашего управителя. Она отвечает, как я уже вам озвучила, за процесс пищеварения, усваивания пищи, переваривания. Поэтому любая информация, которая к вам поступает, вы должны, что называется, переварить. И в этом случае, если информация, так же как и пища, не усваивается, она отторгается. В этом суть психологии рака. К чему я сейчас веду? Во-первых, поскольку вы склонны к ситуации, когда вы себя можете дополнительно лишний раз эмоционально накрутить, вам вот категорически нельзя смотреть какие-то там негативные новости, плохую информацию. У вас, знаете, как, пусть это звучит глупо, но вот если вы помните фильм «Самая обаятельная и привлекательная», это, знаете, как ежедневные аффирмации. Я самая обаятельная, я самая привлекательная. В той же степени работает и для мужчин. То есть это какие-то аффирмации, медитации, молитвы, все что угодно. Все то, что вас настраивает на позитив, на восприятие, возможно, каким видом негативной информации. Но самое главное, вам нельзя общаться с токсичными людьми, потому что они забирают у вас очень-очень много энергии. То есть у вас должно быть в общении люди, которые дарят вас, окружают, во-первых, позитивом, положительным настроем, которые вам дарят радость. Я не говорю, что вы должны как страус зарыть голову в песок и вообще не воспринимать какой-то негатив или конструктивную информацию. Это не так. Просто больше в жизни с вашей стороны радости, активности, оптимизма, ситуации, когда вы себя не накручиваете, умеете просто конструктивно анализировать информацию, не прятаться порачи при каких-либо любых проблемах, не пытаться от них убежать или от них закрыться, а научиться их грамотно, адекватно воспринимать и не видеть в любых ситуациях сразу же негатив. Это очень-очень важно. Понятно, что вы сейчас будете писать, что я там абсолютно не такой или абсолютно не такая. Возможно, действительно для вас будет более характерен и ярко выражен ваш асцендент, поэтому, если необходимо, просмотрите эти моменты. Но я сейчас даю характеристику для всех представителей знака зодиака Рак. Итак, в первую очередь, поскольку рак управляет жидкостью в организме, слизистыми оболочками, но самое главное – это слизистая оболочка желудка. Поэтому, если вы по какой-либо причине не удовлетворены жизнью или у вас постоянный стресс, то это всевозможные гастриты, язвы, несварение, тошнота, прочие проявления желудочных хворей. И причем здесь может быть две крайности. От вопросов катастрофического недоедания, анорексии, то есть загнать себя в патовую ситуацию, до вопросов переедания по принципу заесть стресс, и как следствие это вопросы избыточного веса. Особенно для женщин, если вдруг вы по какой-то причине недовольны своей семейной жизнью, то это будет для вас ситуация, когда вы можете впасть в неврастению, которая также будет находить выход через заболевание желудка. Кстати, Луна у женщин связана с материнской функцией, грудью, поэтому даже если вы не приверженец грудного вскармливания, но когда вы родили, вам рекомендовано как можно дольше кормить грудью. Конечно, если вы ориентируетесь на показания врача, но я вам говорю то, что есть с позиции астрологии. И вы всегда должны следить за вопросами репродуктивных органов, состоянием здоровья и молочных желез. Почему? Почему еще, кстати, важно кормить грудью? Во избежание маститов и опухолей разного формата, от доброкачественных до злокачественных. Поэтому у вас кормить грудью – это своего рода как выполнить функцию. Повторюсь, это для девушек, для женщин в большей степени характерно. Опять же, если вы выполняете мамопластику, то есть вам чаще, чем остальным, нужно проходить чекап-лист, просмотр, все ли у вас в порядке, там нет ли контрактуры груди или каких-то прочих моментов. То есть, чтобы для вас это, знаете, такой чекап-лист, который вы должны внести в свой график. Это если, повторюсь, у вас есть мамопластика. Для здоровья вам в целом необходим домашний комфорт, потому что для вас это отдушина, а также своевременное и правильное питание, водные процедуры, потому что вы рак, представитель водной стихии, и работа,
которая приносит удовлетворение. Потому что для вас, как бы это странно не прозвучало, понятно, что это можно отнести ко всем знакам зодиака, но для вас в большей степени, потому что вы творческие люди, и если работа не будет вам приносить удовольствие, а работать только по причине заработка, у вас начнутся пробои по здоровью. То есть работу вы свою должны любить. Я понимаю, что на любой работе есть профвыгорание, какие-то свои нюансы, но работа вам ваша должна нравиться. И, конечно же, не стоит забывать вам о циклах Луны, поскольку именно в полнолуние и новолуние вы должны обеспечить себе максимально щадящий режим. В эти периоды вы, скажем так, максимально уязвимы психоэмоционально и физически. Еще такой нюанс. В том числе обращайте внимание на вопросы состояния здоровья двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Но и в целом, знаете, как повторюсь, контроль за системой пищеварения. Опять же, очень часто по раку могут быть какие-либо оперативные вмешательства по грудной клетке. В основном, конечно, это больше в детском возрасте, по принципу тому палец велосипеда что-то сломали или как-то повредили, там пробили. Потому что такого рода травмы, они носят больше яркий такой марсоплутонический характер. Но тем не менее, то есть, знаете, как предупрежден, значит вооружен. Чтобы у вас все было в порядке с грудью, вопросы желудка, селезенки, верхней части живота. И, кстати, вам не рекомендовано находиться в холоде и сырости. В частности, на вас негативно будет влиять плесень. Поэтому, если вы проживаете в домах, где есть плесень, либо нужно что-то срочно менять, или жилье по возможности, или каким-то образом устранять эту ситуацию. Иначе для вас это пагубно скажется на состоянии всей вашей иммунки в целом. Ну и, конечно же, вот эти вот перебои от излишеств, когда вы переедаете, до недоедания. Здесь должно быть все в балансе. Еще акценты, которые хотела вам озвучить. Вам нужно соблюдать баланс белков, жиров, углеводов. Почему? Потому что в первую очередь это то, что будет легко усваиваться. Парадоксально, но факт, то вы хуже, чем остальные знаки зодиака, перевариваете пищу. Можете с этим согласиться, можете нет, просто как бы понаблюдайте за свое. И вам нельзя наедаться на ночь. Понятно, когда мы молодые, нам, кажется, по 15, по 16 мы можем и слона на ночь съесть, но чем старше вы, то вам вообще нужно как табу не есть после 6. Это характерно как для мужчин, так и для женщин, потому что у вас будут проблемы с пищеварением, с перевариванием и усваиванием пищи. Опять же, если вы где-то путешествуете, летите в экзотические страны, вам нельзя, вам просто категорически запрещено сразу переходить на какую-то экзотическую пищу. Иначе для вас будут характерные отравления, диареи, рвоты и прочие нюансы, которые могут испортить, допустим, ваш отдых. Или если вы переезжаете куда-то жить, то вы должны убедиться в том, что там плюс-минус есть та кухня, которая вам подходит, чтобы постепенно, поэтапно, возможно, перешли на экзотическую кухню. Ну и в целом вы кармически предрасположены именно к заболеваниям желудка и пищевода. Поэтому, чтобы вас не тревожили эти болезни по психосоматике, вам нельзя быть в жизни неудовлетворенными и, знаете, как пессимистичными, потому что это то, что вас разрушает изнутри. Особенно, конечно же, это характерно в большей степени для женщин, потому что они более эмоциональны. Вам крайне важно создавать для себя уют, комфорт, как говорю, даже, может быть, те же мягкие тапочки, которые дарят вам радость. Это очень важно, потому что вам необходимо, как никому другому, быть крайне внимательным к своему психологическому и физическому состоянию. В целом, все, что у вас происходит на физическом уровне, вот если что-то вас не устраивает, то у вас сразу будет пища отторгаться организмом. Поэтому вот такая проблема. Могут, кстати, быть еще, помимо всего прочего, для вас характерные вопросы склероза, диспепсии, а также проблем с печенью и мочевым пузырем. Для вас такой еще бич есть, это вопросы апатии или депрессии, поскольку Луна у нас отвечает за психоэмоциональное состояние.
Вам нужно избегать подавленного настроения, плохих мыслей, как хотите. Будь то там массаж, танцы, общение с друзьями, то есть там то, что вы любите, классный фильм, книга, ну, неважно что. Но вот как только вы начинаете залипать в депрессивное состояние, типа не видите из этого выхода, вам сразу нужно переключаться на какой-то позитив. Ну и, конечно же, для хорошего самочувствия вам нужен комфорт и спокойствие. Для кого-то это периоды, знаете, как сосредоточиться, побыть в уединении. Еще такой момент, на чем бы хотела сакцентировать ваше внимание. Очень часто, почему делаю акцент на одиночестве, потому что это период, когда вы легко обдумываете, перевариваете информацию и, как следствие, стабилизируете свое состояние. Вообще для вас крайне важно настроение, потому что от вашего настроения напрямую зависит физическая сопротивляемость, ваш иммунитет. Вы, конечно же, собираете вообще букет всех возможных болезней еще в детстве. И самое главное, вы к тому же еще очень чувствительны к боли. Потому что вот сама мысль о физической боли может вас пугать и запускать цепную реакцию. Например, знаете, когда в детстве, ну, те, кто, допустим, моего возраста, ровесники, помнят еще каких-то совдеповских стоматологов, и когда ты это представляешь, начинаешь нервничать, то есть то, что вас начинает триггерить, вызывает цепную реакцию. Поэтому старайтесь посещать тех врачей, которые вам не переносят физическую боль. Но даже не это для вас является самым разрушительным фактором. Хоть обижайтесь на меня, хоть нет, но именно жалость к себе для вас самый главный фактор риска. Вам категорически нельзя жалеть себя, вот это упадать в уныние, жевать сопли, растягивать ситуацию. Понимаете, проблема основная заключается в том, что вы, как никто другой, лучше любого психолога, вы способны себя убедить в чем угодно, как в хорошем, так и в плохом. И когда вы начинаете жалеть себя, все кругом козлы, у вас сразу начинает падать иммунка. Вот я вам серьезно говорю, можете проверить. Поэтому, зная это, вы можете предупредить, а самое главное, предотвратить ряд заболеваний. Конечно же, вам крайне важно понимать, что здесь вопрос не только в налаживании питания, да, потому что, как я говорила, могут быть из-за этого риски и ожирения, и сопутствующего диабета, и наоборот вопросов от анорексии, и, простите меня, запоров. Здесь вам вот для вас массаж, медитация – это все то, что повышает сопротивляемость вашего организма. Опять же, долгие прогулки и необременительные виды спорта. Почему? Потому что рак, он такой медлительный. Да? Вам нужно, чтобы это было все медленно, со вкусом, с чувством, с расстановкой, потому что вас это восполняет энергию. Ну, вы от этого кайфуете. Ну, конечно же, все, что для вас связано с водой. То есть даже если вы не умеете плавать, частые водные процедуры, полежать там в ванне с солью, с маслами. Если есть возможность поплавать, неважно, в бассейне, в море, океане, там, в реке, то есть это все то, что будет убирать, забирать с вас стресс, восстанавливать ваше психоэмоциональное состояние. Кстати, девочки, женщины, вот вам, вашему знаку зодиака, как никому из других представителей знака зодиака, вообще нежелательны аборты. Вы не только плохо можете их переносить и будут осложняющие заболевания, но в этом случае вообще есть риск не иметь детей впоследствии. У многих, кстати, представительниц знака зодиака рак в принципе может идти тяжелое течение менструации, иногда даже с мигренями. И еще раз делаю акцент на том, что внимание на грудь. Опять же, грамотное кормление, там вопросы сцеживания и всего остального во избежание маститов. Но сейчас я хочу с вами проанализировать дома, как рекомендации, на что нужно обратить внимание, чтобы себя предостеречь и избежать проблемных моментов. Итак, второй дом, то, что зависит от вас самих. 5 жезлов. Бери себе ношу по силам, я могу сказать так, потому что 5 жезлов – это постоянная внутренняя борьба с самим собой. Это то, что вы себя постоянно накручиваете и находитесь в психоэмоциональной зависимости. С этим вы никак не можете справиться. Вот я сейчас хочу дотянуть, как вам все-таки эту ситуацию проработать. Ну, 4 монет – это, видите, стабилизация вашего психоэмоционального состояния. Каким образом, я вам уже объяснила. Арт-терапия, массажи, плавание, уединение, то есть для вас, знаете, как закрыться в ракушке, потому что 4 монет, это еще тоже такая позиция, уйди старушка в печали, да, ну, то есть это желание побыть одному или одной и восстановить свой ресурс. Вот это для вас must have.
Потому что, по сути, это действительно то, что восполняет ваш ресурс. Теперь проанализируем с вами 8-й дом. Что по 8-му дому? По 8-му дому у вас здесь туз монет. Ух. Это все, что касается уплотнения. Вот то, о чем я вам говорила. Как доброкачественного, так и злокачественного характера. Поэтому женщины проверяют мочеполовые органы, то есть репродуктивные органы, органы малого таза и грудь. Для мужчин характерно перепроверять, постоянно чекап-лист, все, что касается желудка, 12-перстной кишки и пищеварительной системы. То есть вы должны себе взять это за правило. Можно ли этого избежать? Опять же, что такое туз монет? Прошу прощения, но это проблемы с дефекацией, это запоры, это ситуация, когда застаиваются токсины. Потому что такое рыцарь монет? Это плохо переваривается пища. Поэтому для вас 8-й дом – карта кризиса, кризисных ситуаций. Вот застои – это путь к сокращению жизни. То есть правильное питание, разгонять лимфу, разгонять кровь массажами. Опять же, может быть, по рекомендации врача, если есть у вас действительно какие-то проблемы, то помогать себе пить какие-то препараты, которые помогают своевременной детоксикации, и тогда у вас все будет в порядке. Если мы будем с вами смотреть и анализировать 6-й дом, что по 6-му дому у нас? Для женщин, как я говорила, видите, императрица, все, что связано с женскими органами. То есть тут даже не буду комментировать, одно и то же повторять, я думаю, так понятно, очевидно. Для мужчин, поскольку это у нас касается вопросов репродуктивных функций, обратите внимание на простату. Потому что если вы не удовлетворены личной жизнью, у мужчин здесь могут быть нарушения предстательной железы. Поэтому очень-очень с этим внимательно. И посмотрим 12-й дом, о чем здесь идет речь. 12-й дом у нас ложится король мечей. Король мечей – это своевременное обращение к врачу за диагностикой. То есть не дожидаться, когда вас уже там скрутило в 10 раз, уже, знаете, как говорю, перекрутило, потому что раки же себя накручивают. Ой, я как пойду сейчас к врачу, как скажет что-то нехорошее, я себя накручу. И как следствие, когда вы своевременно не обращаетесь, по 5-ке мечей вы доводите себя до кризисной фазы, или уж, простите, те, кто совсем забивает, до летального исхода. Что значит совсем забивает? Сейчас я объясню. То есть, когда у вас уже явно там болит, ой, помогите, умираю, вам собираются вызвать скорую, а вы говорите, ой, не надо, оно само пройдет или само рассосется. Почему? Потому что вы боитесь физической боли, боитесь последствий. У вас это, знаете, как врожденный какой-то страх. Как это проработать, как это перебороть? Давайте с вами посмотрим. Туз чаш, 2 мечей и 9 чаш. Нужно психоэмоционально понимать, для кого-то, может быть, проработать при помощи психолога, что вот это для вас, как закрыть эту ситуацию страха перед врачами, перед лечением, перед консультацией с ними, потому что по 9 чаш это, наоборот, получить облегчение, комфорт и радость жизни. Плюс, опять же, чтобы не обращаться к врачам, туз чаш, 2 мечей, 9 чаш – это закрыть себя все психоэмоциональные расстройства, депрессивные состояния, апатические состояния, потому что туз чаш – это жить в радости, а 2 мечей и 9 чаш – это для себя еще закрыть какие-либо излишества, как в эмоциональных переживаниях, так и, допустим, в вопросах переедания. И тогда у вас все в жизни будет прекрасно. Я искренне надеюсь на то, что вам эта информация поможет. Буду ждать от вас обратной связи в комментариях относительно того, созвучна с вами эта информация или нет, и была ли она для вас полезной. Всех истинных раков, которые у нас являются и раками, и по асценденту, и по солнечному знаку, вас в особенности прошу написать обратную связь, потому что очень интересно, как отыгрывается и резонирует вот эта характеристика для, скажем так, истинных раков и для тех, у кого асцендент в разных знаках. То есть как резонирует, какие ситуации, поэтому напишите, мне будет интересно почитать, я думаю, остальным подписчикам тоже. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной, за ваше внимание к моей деятельности, за ваши лайки, комментарии и поддержку канала. Вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, до новых встреч.